Ее звали Ирина. 3 года назад мир для нее рухнул. Тот день, когда она узнала о гибели сына, стал для нее настоящим кошмаром. Кирилл был ее смыслом жизни, ее радостью. Он погиб в аварии, и с тех пор Ирина не могла прийти в себя. Время, казалось, перестало существовать, а дни сливались в одно бесконечное пятно боли и пустоты. Прошло 3 года, но боль не утихала. Она все равно сидела у окна, смотрела на улицу и вспоминала, как когда-то Кирилл играл во дворе, как они смеялись, разговаривали, как он обнимал ее перед тем, как уехать из дома. Все это казалось таким далеким и невозвратимым. Однажды, поздним вечером, когда темнота уже укрыла город, она услышала странный стук в дверь. Не тот обычный стук, что звучит, когда кто-то приходит с визитом, а что-то более настойчивое, как будто кто-то хотел войти. Сердце Ирины сжалось. Она медленно подошла к двери, чувствуя, как растет тревога. Открыв, она увидела мужчину. Он был похож на Кирилла. Тот же рост, те же глаза, та же манера держаться. Но его лицо было чуть более зрелым, чуть более уставшим. Ирина не могла понять, что происходит. Ее разум не мог принять эту реальность. Он был перед ней, живой, как в старые добрые времена, и все было так знакомо, но одновременно нереально. «Мама, это я», — сказал он. Эти слова прокатились по ее телу, как удар молнии. Она не могла поверить. Все внутри нее закричало, но тело не двигалось. Все было так реальным, что ей казалось, она вот-вот рухнет. Но он исчез. Так же быстро, как и появился. Ирина осталась стоять у двери, чувствуя, как сердце бьется в груди, а глаза наполняются слезами. После того дня она не могла перестать думать о том, что произошло. Это был сон, иллюзия, но тот момент, когда она почувствовала его запах, когда услышала его голос, был слишком настоящим, чтобы быть просто игрой воображения. Ирина не знала, что именно случилось, но она стала верить, что где-то, в другом мире, Кирилл все еще жив, и что их встреча когда-нибудь повторится. Тот странный момент открыл в ней новые горизонты. Она больше не чувствовала себя одинокой, хотя и не могла объяснить происходящее. Каждый день она ждала, что может снова услышать тот знакомый стук, что однажды он вернется. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.